Доброго всем дня! Сегодня у нас 2 ноября 2023 года, Харьков. Я продолжаю свой видеодневник. У нас испортилась погода, пасмурно, хмуро и уныло. И испортилась она со вчерашнего вечера. Хлынул дождь. И, кстати, кто заметил, вчера не вышло второе видео. Не вышло оно по причине того, что я работала весь день. Когда вернулась домой, мне стало очень плохо. Возможно, из-за погоды. Не знаю, наверное, скорее всего, из-за погоды. Не могу сказать, что я метеозависимый человек, но тем не менее стало плохо именно когда начался дождь. Вы видели, как утром я себя чувствовала окрыленно, прекрасно, но, возможно, еще то, что устала, потому что вот я сняла для вас первое видео утреннее, и буквально через полчаса мы с Рамазом ушли из дома. Амиран был у бабушки, как вы помните. Нора осталась одна дома, у нее были уроки, и мы ушли по работе. Так случилось и по работе, и надо было на рынок, и за продуктами. И, в общем, вот так вот ездили. Еще немножко подкашливала, видели? Несколько встреч было, вернулись домой только в 6 часов вечера. Кстати, успели до того, как начался дождь, и забрали Амирана. Я так за ним соскучилась, вы даже себе не представляете. Мы все за ним соскучились. Ну, я его видела пару раз, но это же так была встреча на расстоянии, можно сказать. Так уже все, сейчас Амиранчик дома играет. В общем, мы вчера вернулись домой, начался дождь, и стало очень плохо. У Рамаза начала болеть голова, у меня вообще начало, ужасное самочувствие. Я уже подумала, что я опять разболелась. Но мне кажется, это было из-за погоды. Вот именно из-за того, что сначала солнце, очень тепло, и потом резко дождь. Вот эта вот смена погоды, она очень негативно действует на организм. Возможно, вы тоже это заметили. Ну, по крайней мере, у меня было так. Ночь тоже какая-то такая была. Спали, просыпались с Амираном, спали, просыпались. Амиран сначала уснул в своей кроватке, потом перебежал к нам в кровать среди ночи, не знаю, что случилось. В общем, взял свою игрушку, перебежал между нами, знаете, так лег посередине между мной и Рамазом и спал себе уже до утра. Утром проснулся, очень, кстати, рано, в 6 утра, говорит, хочу кушать. Но я еще так говорю, давай поспим, чтобы хотя бы до 8, потому что мы обычно в 8 часов утра встаем. Где-то так, чтобы не сбивался график. Сегодня тоже у меня еще, кстати, сейчас дела. Я и погулять надо с Амираном, и обед приготовить. В общем, все как у всех. Погода такая же пасмурная, но, слава богу, хотя бы дождя нету. Я думаю, что погуляем, успеем. Не знаю, будет дождь, не будет. Надо посмотреть прогноз погоды. Спасибо вам огромное за ваши комментарии. Комментарии, конечно же, были разные. Я впускаю в свою жизнь, да, рассказываю, делюсь. 1,5 года я уже веду свой видеодневник, и если раньше канал был более такой барахолки, находки, антикварная какая-то тема, личных каких-то подробностей из жизни было мало, то сейчас их очень много, да. Я рассказываю, что происходит. Видеодневник смотрят, естественно, и люди, которые уже стали мне друзьями, постоянные мои зрители, и случайно заглянувшие, либо и хейтеры у меня уже есть, естественно. В общем, комментарии разные. Под вчерашним видео я, конечно же, все не успела прочитать, скажу вам честно, откровенно, потому что очень много, там более 2000 комментариев. И я же говорю, вчера вернулась слишком поздно, но то, что я почитала, многие переживали за эту историю. Кто-то написал истории из своей жизни, поделился. Кто-то, в общем, по-разному было. Кстати, эта женщина читала ваши комментарии, она мне написала, чья это история была. Она прочитала все, и она, кстати, сказала, что даже очень многое для себя подчеркнула вот из того, что там кто-то написал какие-то дельные советы, она сказала, чтобы я поблагодарила. Ну, из того, что прочла я, хочу сказать, это было то, что кто-то расстроился, почему же не моего мужа забрали на фронт.
Ну, где вы видели в заголовке, что, ну, чтобы было написано «моего мужа забрали на фронт», да? Кто-то так именно расстроился, сказал, что а почему такое название, вот когда же уже твоего заберут? Ну да ладно, я не буду обращать внимания. Мне очень понравилось то, что, знаете, я прочла, кстати, у Рамаза на канале 10 тысяч подписчиков. Спасибо вам большое. Простите, меня немного отвлекли. Так вот, у Рамаза на канале 10 тысяч. Спасибо огромное, кто из моих зрителей подписался и смотрит. Кстати, я знаю, что Рамаза смотрят и люди, которые, допустим, не смотрят мой канал. К нему пришли зрители такие новые уже. В общем, у нас немного разные зрители. Есть люди, ну, а есть и общие, а есть зрители, которые и пришли именно к Рамазу посмотреть. Вот именно нравится то, что снимает Рамаз, то, чего сейчас у меня, допустим, не хватает таких видео. И я читала недавно комментарии у Рамаза на канале. Комментарии разные. Он, кстати, там дал волю разгуляться людям, не удаляет и не блокирует. Я не знаю, хорошо это или плохо, но у него своя на это точка зрения. Он считает, что да, пусть пишут, какая разница, пишут. Ну, в общем, они-то и пишут. То есть, получается, мои хейтеры некоторые ушли к нему на канал, которые у меня сидят заблокированных, ну и там они разгулялись такое у них. И я почитала некоторые там и про себя, и думаю, ладно. Мне очень понравился комментарий Марины Коллинз, которая написала: люди, кто вам дал право быть корректировщиком на чужом канале, на чужом авторском канале? Действительно, вот эти вот люди, которые считают просто своим святым долгом рассказывать, о чем надо снимать, как снимать, где снимать, сколько видео в день или в неделю снимать, что делать. Ну, в общем, раньше люди просто сидели, смотрели действительно там какие-то передачи, да, шоу «Давай поженимся» и так далее. А сейчас, когда дело дошло до Ютуба, когда им дали вот эту вот пульт, кнопки можно нажимать, они теперь решили, что они могут на что-то повлиять и быть корректировщиками на авторских каналах. Нет, на самом деле это никак не влияет, вот эти вот комментарии. Пусть пишут. Любой хейтерский какой-то вброс, он, конечно же, только продвигает канал. Так что, с одной стороны, Рамаз прав, ну, в принципе, он о продвижении своего канала так особо... Он считает, что вот для него главное донести свою мысль. В первую очередь он думает о, естественно, своих интересах, о своем книге. Поэтому для него самое главное вот в приоритете это, ну, я имею в виду на канале, донести свою мысль, свою какую-то, вот чтобы у людей расширялся кругозор, и то, что действительно есть очень много тем, которые не публике, основной массе населения, они неизвестны. Их, конечно же, нужно освещать, этого не показывают ни в исторических передачах. Ну, очень такого много есть, чего можно рассказывать. Я думаю, он будет вам рассказывать это на своем канале. Но, естественно, чем канал становится больше, тем хейтеров тоже становится больше. Это такая закономерность, от которой никуда не деться. Но все равно я очень благодарна, то, что и у меня, и у Рамаза на канале, это видно по комментариям, хороших, добрых людей, их большинство. Бывает такое, сама бывает, смотрю чьи-то каналы, захожу потом в комментарии, и бывает вот каналы, на которых комментарии на 100%, ну там на 99% состоят из негатива. У меня же, я сам захожу, и у Рамаза точно же так сейчас, на 95% это позитив.
Это учитывая то, что Рамас вообще практически никого не блокирует. Поэтому, ну, естественно, возможно, он блокирует какие-то политические вопросы, я не знаю, бывает, у него сейчас такое не бывает. Как-то вот так. Так, ладно, друзья, я побегу. У меня на сегодня еще тоже запланировано кое-какие дела, потому что до Нового года осталось всего ничего, а хочется что-то выполнить, да, из запланированного, что-то сделать, успеть до Нового года, чтобы уже, даже желательно до декабря, потому что в декабре хочется все-таки, декабрь это такой волшебный месяц. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что уже хочется в декабре заниматься совершенно другими делами. Хочу пожелать всем мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром.